12 заблуждений относительно рунической магии. Я вам хочу сказать, что этих заблуждений значительно больше. Я взял такие ярко выраженные из своей практики, соприкасаясь с людьми, которые мне рассказывают, что они опытные, очень опытные, ну, не новички в рунистике. И вот такие вот существуют мифы у профессиональных рунологов на просторах интернета. Извините за иронию, никого не хочу обидеть. Может быть, это путь этих людей. Но я хочу хотя бы дать 12 заблуждений в рунистике. Руны может использовать любой человек сам как захочет. Не может он использовать любой человек. Для того, чтобы... забыл в слайде сделать, чтобы оно выбегало поочередно, поэтому полностью все, ну, наверное, так надо. Уже финиш виден. Там уже подарочек. Это последняя тема, которую я буду закругляться. Руны может использовать любой человек сам как захочет. Не может. Если человек раньше в своей жизни не использовал руны, то в этой жизни он может с ними познакомиться. Но использовать любой человек не может. Если человек не находится в касте магов, а только каста магов дает возможность поиска, то есть человек, которого в этой жизни стоит задача познать магию, вот у него есть способность к тому, чтобы познавать. Извините, человеку, которому нужно заниматься политикой или командованием войсками, или быть солдатом, или человеку, которому нужно научиться в банке заниматься ростовщичеством или на бирже продавать акции, ему нехер делать в магии, он должен пройти свою касту. Тот же самый земледелец, если ему нужно привыкнуть, приучиться, это молодая душа, ему нужно привыкнуть к земле, почувствовать, что такое земля, как с ней разговаривать, как заговаривать растения, чтобы они росли, как лечиться растениями, как жить в гармонии с природой, но не дастся ему руны. Не дастся, как бы он ни пробовал, потому что он должен, да, он может пройти за одно воплощение касту крестьянина, касту торговца, касту воина и перейти в касту магов. Он может, но это все равно должно быть время. И все равно у него в прошлой жизни это было заложено. У него есть уже опыт, набранный энергетически. Ну, так Меньшикова мне нравится говорит, бытийная масса должна набраться. Бытийная масса это не в плане тело должно быть там объемное, там, как гамбургер, телеса, да, там 200 килограмм. А я имею в виду энергетическое тело должно быть. Только тогда человек способен воспринять эту огненную информацию. Иначе он просто себя спалит нафиг. И все. Руны может изучить любой человек. Ну, использовать еще может и можно попробовать, но если это, допустим, мастер ему подсказал, как это делать, то есть человек, который знает, как это делать, да, может использовать другой человек. Но руны может изучать ли любой человек? Я уже ответил на этот вопрос. То есть я вот так чуть-чуть сумбурно, но смысл понятен. Руны можно использовать даже человеку, исповедующему любую религию. Ребята, в том же самом христианстве написано, что не можете служить двум господам, или одному будете не родить, а другому усердствовать. То есть нельзя быть в христианстве, мусульманстве или там еще в чем-то, или в буддизме, и идти в язычество, в Северный пантеон. Вы уж определитесь, вы или там, или там. То есть рано или поздно становится вопрос, или ты ходишь в церковь православную, бьешь поклоны, ставишь свечки, накладываешь крестные знания и исповедуешь религию, тогда развивайся в этом. Потому что 99% христиан, ну хорошо, 90% христиан не читали свою Библию. Они просто ее не читали. Руны и православная магия не конфликтуют. Конфликтуют, потому что православная магия, она агрессивна. Христианство, оно агрессивно. И любое проявление магии безапелляционно относится к проявлениям сатаны. Поэтому руны сами не конфликтуют. Христианство
или православная магия, как ее называют, конфликтует. Она очень агрессивно настроена против рун. Их объединять нельзя. Я видел вообще маразм, на иконе Божьей Матери нарисовали руны. Но мне просто стоит, или это был сброс какой-то откровенный, или откровенно жалко человека. Что с ним будет, ну, одним богам известно. Руны, изменяя название, меняют свой смысл. Ребята, вы можете назвать, например, электрический ток, назвать точило, но он от этого свойства не поменяет. Вы можете назвать определенное, там, допустим, электромагнитное поле, назвать притягуха. Там, ну, это я уже сейчас просто импровизирую. Но от этого гравитация не изменится. Поэтому вы можете назвать как угодно. Даже можете взять славянские руны и взять, например, Дашт-Бог. Это руна Альгиз в старших эдах. Пожалуйста. Чернобог. Это перевернутая руна Альгиз. Пожалуйста. Но от этого-то смысл не меняется, что в славянских рунах Чернобог, это перевернутый Альгиз, нет защиты богов, ты не под защитой богов, не под покровительством богов, и ты должен засуетиться, почему боги сняли это покровительство, они всегда с обучением снимают. Или, допустим, Дашт-Бог, это покровительство богов, ты можешь призывать богов и получать то, что ты хочешь. Возьмите любую руну, нотр-дамские руны, исландские руны, какие угодно, они все имеют один и тот же смысл. Разница в том, как мы их используем. Все. А начертание или изменяя название, смысл не меняется. Это руническая магия, она остается. В последнее время миф такой ходит. Исландские руны сильнее других рун и так далее. Знаете, что сильно? Сильно то, что неизвестно, особенно для адептов. Вот адептам сказать, исландские сила, футарк так себе. А кто это сказал? Кто это сказал этот бред? Те же самые исландские руны, это руны, которые изначально созданные программы исландских рун, точно так же, как другие рунические ряды, они созданы с определенной целью. Но исток-то один. Возьмите старшие футарки, исследуйте армонические, нотр-дамские, немецкие, исследуйте эти руны. Исландские руны исследуйте. Смысл остается один тот же. Просто исландские руны изначально делали для... Это боевые руны. Их наносили на мечи, их наносили воины. Это руны умерщвления, нанесение порчи врагу. Изначально эти руны были созданы для войны. Эти руны не использовались для того, чтобы исцелить скот. Эти руны не использовались для того, чтобы вылечить заболевшего. Эти руны не использовались для того, чтобы поднять дух воина. Не использовались. Они использовались для порчи на врага. Все. Сильнее они имеют свой аспект. Конечно, если у нас куча врагов, придуманных врагов, и мы хотим сделать врагов, или, допустим, сделать приворот врага. Как делался приворот врага, это, может быть, как-нибудь отдельно расскажу. Это когда враг влюблялся и просто не поднимал меч, его можно было зарубить. Вот эту порчу можно нанести на врага, и враг просто станет слабым. Вот для чего исландские руны изначально были созданы хорошим магом. А тут рассказывают, ваш футарк это фигня, вот исландский это сила. Ну, вперед. Используя исландские руны, нужно и самому быть сильным. Сильные энергии, сильный должен быть маг. 8-й миф или заблуждение: руны, нарисованные где угодно, уже могут работать. Ребята, рунические энергии работают только если их запустить. Руны это язык программирования. Если вы их нарисуете, даже назовете по именам, ну, может, что-то будет работать. Особенно вообще вот эта бредятина, которая в голове не укладывается. Это полный человек, безголовый человек, который вот я сейчас нарисую руны у себя на теле, татушку сделаю, и они меня там, ну, все.
Ну, друзья, ты просто не знаешь, как работают руны, если ты хочешь сделать татушку себе из рун. Или, например, наносят кельтскую вязь на тело, красивый узорчик такой, особенно на правую или на левую руку. А вы расшифровывали эту кельтскую связь? Вот я спрашиваю людей. А вы знаете, что там зашифровано, какой рунический ряд, для чего он зашифрован? Что он дает? Вот в чем вопрос. Многие не понимают и не хотят понимать, просто красиво. На самом деле там зашифровано может все что угодно. Это могут быть зашифрованы призыв духов, это могут быть призыв покровителей из темных миров, это может быть дополнять новую силу. А вот сила, допустим, вот этот вот круг, иногда делают такую вязь на татуировку на руку, на правую или на левую, это тоже имеет значение, кельтскую. И типа, ну все классно. Придает силу. Да, придает силу. Но человек слаб во всем остальном. Например, в войне дает силу, а женщины у него силы нет. Так что туда надо, извините за интимные подробности, татушку сделать, чтобы там сила была. Ну вот, знаете, до маразма народ доходит, особенно татуировать. Это надо изучать, это надо знать, как это делать. Например, большинство кельтских вязей вяжутся на ингус. А что такое ингус? Это результат, это плоды. А результаты плоды связывают аспекты двух савилью вместе и 4 кена разно повернутых. Это ингус дает проникновение в глубины, дает изменение сознания. А эту вязь полностью делают в виде татушки. Ну и так далее. Это так меня уже понесло. Руны имеют своих духов, и их можно вызвать или активировать. Ребят, ну, чтобы я еще минут 5 не рассказывал о очередном бреде, скажу проще. Руны не имеют духов, это энергия. Это все равно, что, ну, как, я не знаю, не хочу народности обижать, как в анекдоте про Чукчу, когда он над телефоном, телефона Чукча кушать хочет. Это все равно, что стать перед розеткой и молиться: о великий Бог токов и электричества. Но это примерно то же самое. Духи вы можете вызвать только свои, создать программу. Дух это программа. Это программа. И можно создать программу своим ментальным воображением. Представить, что дух руны Феха выглядит мужиком бородатым. И бородка у него такая, как у Д'Артаньяна. Вау, точно, так вот выглядит дух Феха, да. А я думала, что у него борода, как у бога Тора. Потому что я, когда медитировала на руну Феха, то мне явился дух руны Феха в виде бороды рыжей. Так может, дура, тебе явился Тор? Да нет, духа ж Феха вызывала. Ну вот, это, ребята, ну это вот хотите поржать, Задорнов просто, да пребудет он там на небесах, или там любой юморист, он просто обзавидуется. Вот почитать, залезть на эти форумы или залезть где-то в группу и почитать, где они вызывают духи Феха, не понимая смысла. Я попробовал туда влезть, и я понял, ну как-то, ну осторожно, а вы уверены, что это дух? Да, уверен. Я говорю, хорошо, будь уверен. Я ушел. Я увидел просто там, ну, пахнет там белыми халатами и лекарством, притом специализированной больницы. Это из области Наполеонов и тому подобных товарищей. В магии очень часто народ вот так вот свихается, потому что видит духов. Я представляю там рунолог, который видит духов в психбольнице, ему колят эти. Ну, честно говорю, просто вот смешно. Руны надо рисовать правильно и определенным цветом для каждого случая. Ой, это тоже очередное заблуждение, которое вызывает просто такую вот, ну, знаете, не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно, потому что руны надо рисовать правильно. Ну как правильно? Вот сверху вниз и сначала эту палочку, а потом боковые. И что это тебе дает? Ну это дает, тогда руна начинает работать. А так она не работает. Нет, так она не работает. Ну вот здесь вот это даже углубляться в этот бред я не хочу. Или, например,
вот руну Феха надо рисовать только зеленым, а Хагалас надо рисовать голубым. А вообще, когда ты богу Одину приносишь жертвы, то руны надо рисовать синим цветом, потому что Один любит синий цвет. А вот если ты приносишь жертвы Хель, то нужно, призываешь на формулу царицу Хель, то нужно рисовать красным. Но, ребята, рисуйте вы каким хотите цветом, это все в вашей голове. В вашей голове. Если вам помогает начертание рун сверху вниз, no problem, это создает определенные ассоциации или видение, но это ритуальная магия. В ритуальной магии артистизм и определенный сценарий, притом многократно повторенный, приветствуется. Красным, желтым, синим, зеленым, это вы составляете ритуал. А почему этим цветом рисуют? Я, например, использую разные цвета, но я туда вкладываю ментальный образ стихий. То есть я для себя определил, черный цвет это стихия земли, зеленый цвет это стихия воздуха, голубой цвет стихия воды, красный цвет стихия огня. И когда я рисую руны разным цветом, то я в первую очередь понимаю, что у них преобладает первый элемент определенной стихии. Но я это делаю для себя, чтобы создать образ. Вот здесь, да, я приветствую. Или, допустим, я заговариваю руны на стихию огня и пишу их только красным фломастером. То есть я призываю таким образом определенным цветом стихию. Но это мой образ, это ментальный. Нету правила рисовать так или иначе и определенным цветом. Это заблуждение, это все в голове человека. И когда человек учит своей практике, это практика индивидуальная. Да вы извините меня за такую, может быть, аморальность, но возьмите даже фекалии, нарисуйте руны, и они будут работать фекалиями. Притом очень даже хорошо работать. Руны на камне, на дереве, на коже, на кристаллах работают лучше. То есть на камне это лучше, на дереве это лучше. Руническую энергию запускает не камень, запускает не дерево, запускает не кожа. Руны работают везде одинаково. Запускается человеком. А то, что разный носитель имеет разный состав, химический состав, изучайте химию. Больше всего углерода находится в чем? В дереве. Если мы хотим работать на основе углеродных каких-то моментов, работайте с деревом. Если вы хотите работать с какими-то кристаллами, работайте с кристаллами. Но помните, что кристаллы, они впитывают информацию. Они не проводят информацию, они впитывают информацию. Точно так же и камни, их называют древними хранителями знаний. Для того, чтобы набор из камня запустить, чтобы он начал работать, нужно каждый день этими камешками играться с утра до вечера, чтобы наполнить их энергией, разогнать, разогреть. Не проще ли взять деревянный набор, с ним поработать 21 день, это примерно период программирования нашего ДНК, период программирования человека, и все, у вас работает набор. Или сразу взять освещенный готовый набор на дереве и сразу с ним начать работать. Это мне еще делать нечего месяц или два на камнях воспитывать носитель. А это инструмент всего-навсего. Ну зачем забивать маленький гвоздик в оконный штапик кувалдой? Для этого есть маленький молоточек. Или, например, стрелять по птице, по зайцу дробью там, мелкой, а потом эту дробь выплевывать, когда его будешь кушать. Или шкурку попортить. Это как выстрел белки в глаз, миф. Я белке могу попасть в глаз. Ну, если охотник выстрелит белке в глаз, то от белки даже шкурка не останется. Это образ, это такое понятие. Поэтому можно на любом носителе наносить, руны будут работать одинаково. Другой вопрос, для какой цели этот инструмент вы будете использовать. Для какой цели? Руны можно начертать просто на земле, они тоже будут работать. Вот и все.
Еще один заблуждение, это активация рун не нужна, достаточно о них почитать и все, или там, ну, знать о них. Я уже говорил до этого, это одно из заблуждений, что типа, ну, я почитала, я знаю, но ты не чувствуешь. Я почитал, я знаю, ты не чувствуешь. Ты не чувствуешь, как работает энергия рун. Ты не чувствуешь, как она проходит по жилам, как она проходит по твоим телам, как она вибрирует, как она сотрясает тебя всего. А вот это сотрясение создает определенную энергетику вокруг тебя, и у тебя проявляются определенные ситуации, на которые ты реагируешь или не реагируешь. Ну как можно почитать о рун? Давайте, ну это вот знаете, я вспоминаю, вот когда говорят, активация рун не нужна, это все равно, что как в том анекдоте про Василия Ивановича и Петьку. Когда они сели в самолет, а Василий Иванович Петьке говорит, прибор, что прибор? Прибор 100, что 100, а что прибор? Или второй аналог, когда техники молодежи напечатали, как управлять самолетом. Ну, взлетели, летят, все, говорит, Василий Иванович, теперь посадить как бы надо. Ты понимаешь, Петька, загвоздка такая, продолжение следует там, в другом номере. Ну, вот где-то вот так. То есть активация рун это все равно, что взлететь, но не сесть. Вот где-то так. Нужна активация, нужно... Я же не говорю, ребята, что все, вы нигде не сможете активировать руны, только у меня. Только первый и последний раз. Только уникальное предложение. Все. 3 места осталось. Все, спешите. Скидка на сегодня. Не, можно это сказать. Я был и рад бы сказать. Но это бредятина. Почему бредятина? Да потому что ты сам можешь сесть и активировать руны. Но ты должен четко понять то, о чем я говорил перед этим. Что вы должны четко понять, что их надо активировать, прочувствовать. Их надо переболеть с ними. Заработать там иммунитет, выработать эту вакцину получить. Может пенделя получить, может быть ситуацию получить. И таким образом прочувствовать. Делай активацию. Обязательно активация. Иначе ты рунами читай сколько угодно. У меня, я уже говорил, у меня опыт людей, которые начитались и знают даже о рунах больше, чем я. Есть люди, которые о рунах знают больше, чем я. Я серьезно говорю. Я могу сказать, Платов так точно больше меня знает, потому что он исследователь рун. Шапошников уникальный экспериментатор с антеннами, со всякими штучками. Ну, просто респект. Но это его путь исследователя. А у меня свой путь исследователя. Да не вопрос, вы можете у кого угодно. Но руны нужно активировать. Руны нужно экспериментально протащить через себя. Поэтому, ну, естественно, я приглашаю вас к себе в группу. Я приглашаю к себе на обучение. Я открыт к разговору. Но самое важное, что я должен вас попросить. Во-первых, у вас должна быть тяга или влечение к обучению. Второе. Я не требую, чтобы вы в меня влюблялись, но во всяком случае у вас должно появиться ко мне какое-то доверие, чтобы я действительно мог вам передать. Третье. Это ваше желание и готовность дойти до конца. Если этого нету, ребят, можем общаться, все остальное, но этого не будет. Опять же, можете самостоятельно, тоже без проблем. Но у меня есть система, я вас приглашаю к себе на обучение.